Уважаемые коллеги, клиенты, заинтересованные лица, сегодня 21 февраля 2026 года столичная полиция Киева официально сообщила о задержании 49-летнего мужчины, который организовывал и реализовывал схему по изготовлению и сбыту поддельных медицинских документов. Цель – предоставления незаконной отсрочки от мобилизации в условиях военного положения. Стоимость услуги составляла $10 тысяч США за одного клиента. Задержание произошло на горячем в кафе во время передачи части суммы от очередного клиента. Ключевые факты инцидента на основе официальных данных полиции и публикаций в СМИ. Организатор лично корректировал результаты анализов крови, УЗИ щитовидной железы и консультативное заключение врача-эндокринолога. На основании этих фальсифицированных документов клиенты получали отсрочку от 6 до 12 месяцев с возможностью продления. В конкретном случае диагноз – тяжелое заболевание щитовидной железы. Во время задержания изъяты наличные средства, часть от $10 тысяч и медицинская документация с явными признаками подделки. Подозреваемому сообщено о подозрении по части 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование. Максимальное наказание до 8 лет. Лишение свободы с конфискацией имущества. Юридическая квалификация и возможные дополнительные статьи. Основная статья, часть 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины, организованная подделка и сбыт документов, используемых для уклонения от мобилизации, срок от 5 до 8 лет. Дополнительная квалификация, которая очень вероятна при дальнейшем расследовании. Статья 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество в особо крупных размерах», если доказан обман клиентов и государств. Статья 368 Уголовного кодекса Украины «Получение неправомерной выгоды должностным лицом», если будут установлены связи с врачами или сотрудниками ВЛК, ТЦК. Статья 336 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от призыва по мобилизации в отношении клиентов». Статья 114.1 Уголовного кодекса Украины «Препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, как отягчающее обстоятельства в военное время». Групповая деятельность. Пока фигурирует один организатор, но схема подразумевает вовлечение минимум 1-2 медицинских работников, эндокринолог, лаборант. Если это подтвердится, возможна переквалификация на часть 3 статьи 28 «Организованная группа», что резко увеличивает сроки. Ответственность клиентов. Лица, оплатившие $10 тысяч и использовавшие поддельные справки, квалифицируются по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины «Заведомое использование поддельного документа» до 2 лет лишения свободы или штраф. Статья 336 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от мобилизации», штраф, исправительной работы или до 3-5 лет лишения свободы. Автоматическое аннулирование отсрочки плюс принудительная отправка в ТЦК плюс возможный административный арест. Друзья, это не единичный случай. За последние 1,5-2 года в Киеве и области регулярно раскрывают аналогичные схемы.
фиктивное стационарное лечение, покупка инвалидности, фальшивые документы ЕС для выезда и так далее. Цены варьируются от 10 до 25 тысяч долларов. Это свидетельствует о системном характере коррупции в медицинской и военно-врачебной сферах. Данный инцидент является одним из множества случаев коррупции на теме мобилизации, которые подрывают национальную оборону и доверие общества к институтам власти. Такие схемы не только позволяют уклоняться от службы, но и создают неравенство, где богатые избегают ответственности, а простые граждане несут основную нагрузку. По данным правоохранительных органов, в 2024-2025 годах зарегистрированы тысячи производств по уклонению от мобилизации с элементами коррупции, включая взяточничество в ТЦК и ВЛК. Я приведу сейчас несколько конкретных примеров коррупции на теме мобилизации, раскрытых в последние годы. Первый – это случай в Черниговской области. Январь 2026-го офицер мобилизационного отдела районного ТЦК требовал $2500 за правильный вывод военно-врачебной комиссии ВЛК, позволяющий получить отсрочку или освобождение от мобилизации. Схема была разоблачена ГБР и СБУ с задержанием на горячем. Это классический пример взяточничества должностного лица по статье 368 Уголовного кодекса Украины. Второе. Случай в Киеве. Июль 2025. Начальник сборного пункта Киевского городского ТЦК был задержан при получении $3500 за помощь в снятии с розыска в Соломенском ТЦК. За эти деньги он обещал закрыть нарушения и избежать мобилизации. Подозрение по статье 368 и статье 336 Уголовного кодекса Украины с возможным сроком до 10 лет. Третий. Случай в Ивано-Франковской области. Сентябрь 2025. Начальник подразделения районного ТЦК на Прикарпатье требовал $1000 от мужчины в розыске за отсутствие военного билета. За взятку он организовал прохождение ВВК, выдачу военного билета и справки об инвалидности третьей группы для отсрочки. Задержание провели СБУ и Нацполиция с квалификацией по статье 368 Уголовного кодекса. Случай в Одессе, февраль 2026. Двое правоохранителей во время патрулирования требовали от $2000 с военнообязанных за избежание доставки в ТЦК. Сумма варьировалась в зависимости от возможностей клиента. Схема разоблачена ГБР и СБУ с изъятием средств и документов. Это пример коррупции в правоохранительных органах, связанной с мобилизацией по статье 368 и статье 190 Уголовного кодекса. Случай в Запорожье 2024-2025. Работники ТЦК и СП помогли уклониться от мобилизации более 1500 мужчин, снимая их с розыска за деньги путем составления фальшивых протоколов о добровольной явки. Масштабная схема разоблачена ГБР с подозрением по статье 358 и статье 368 Уголовного кодекса. Это демонстрирует системный характер коррупции в региональных ТЦК. Такие примеры иллюстрируют, как коррупция проникает на всех уровнях, от местных ТЦК до медицинских комиссий и правоохранителей. В 2024 году более 120 чиновников были под подозрением в схемах с поддельными документами для незаконного выезда или отсрочек. Такие случаи приводят к ослаблению
обороноспособности страны и требует немедленных реформ. В ответ на системные проблемы власти Украины активно внедряют антикоррупционные меры и реформы, направленные на минимизацию рисков ТЦК, ВЛК и системе отсрочек. С 2025-2026 годов реализуется ряд ключевых изменений. Во-первых, автоматизация оформления и продления отсрочек. С 1 ноября 2025 года введена новая система, где 90% отсрочек продлеваются автоматически через государственные реестры, без подачи заявлений, справок и визитов в ТЦК. Это существенно снижает бюрократию, очереди и возможности для коррупции, разгружая ТЦК для основных задач мобилизации. Второе. Антикоррупционная программа Министерства обороны на 2025-2026 годы утверждена приказом Министерства обороны Украины, включает усовершенствование законодательства, полную инвентаризацию имущества, оценку коррупционных рисков, усиление внутреннего контроля, культуру нулевой толерантности к коррупции и защиту обличителей. Программа охватывает мобилизацию, военный учет и другие уязвимые процессы. Реформа ТЦК и СП. Новый министр обороны Михаил Федоров объявил приоритетом комплексный аудит ТЦК, цифровизацию процессов, усиление прозрачности и борьбу с коррупцией. Планируется переход к профессиональной армии с акцентом на контрактную службу, уменьшение доли принудительной мобилизации, финансовые стимулы и социальные гарантии для контрактников. Реформа направлена на восстановление доверия общества и устранение скандалов. Цифровая верификация и интеграция с ДИИ. Внедрение электронных подписей ВЛК, автоматической проверки оснований через реестры, что исключает ручное вмешательство и фальсификации документов. Усиление контроля и расследования, увеличение числа разоблачений, схем ГБР, СБУ, НАБУ, курсы повышения квалификации для чиновников, синхронизация работы госструктур и армии. В 2026 году ожидается дальнейшее усиление НАБУ и САП, реформа ДБР, изменения в КПК для ускорения расследований коррупции. Эти реформы – шаг к системному решению проблемы от реактивных задержаний к профилактике через цифровизацию, прозрачность и контрактную модель службы. Полное внедрение потребует времени, но уже сейчас снижаются коррупционные риски и повышается эффективность мобилизации. Каковы предложения по выравниванию имущественного неравенства граждан Украины в контексте мобилизации? Имущественное неравенство – это одна из самых острых проблем сегодняшней мобилизации в Украине, когда состоятельные граждане имеют реальные возможности купить отсрочку, поддельные документы, бронь через бизнес или даже выезд за границу, в то время как средний класс и малообеспеченные слои населения вынуждены нести основную нагрузку. Это не только демотивирует общество, но и подрывает принцип всеобщей справедливости и равенства, закрепленный в Конституции Украины. Для реального выравнивания ситуации предлагаются следующие конкретные меры, которые могли бы быть внедрены в ближайшее время. Первое. Усиление прогрессивного налогообложения на сверхдоходы и имущество. Ввести или существенно повысить налог на роскошь
дорогостоящую недвижимость, автомобили премиум-класса, яхты, частные самолеты, а также прогрессивную шкалу подоходного налога для доходов свыше 1 миллиона гривен в год. Полученные средства направлять целевым образом на выплаты и социальные гарантии военнослужащим и их семьям. Это создаст реальный финансовый стимул для контрактной службы и частично компенсирует неравенство. Второе. Ввести публичный реестр бронирований и отсрочек, сделать полностью открытым с соблюдением защиты персональных данных реестр всех забронированных и получивших отсрочку лиц в ДИИ или на отдельном портале. Это позволит обществу контролировать, чтобы бронь получали действительно критически важные специалисты, а не сыновья олигархов или фиктивные сотрудники. Третье. Ограничение выезда за границу для всех категорий военнообязанных без исключений по имущественному признаку. Ужесточить правила выезда, исключив лазейки для богатых, например, через бизнес-поездки или лечение. Ввести обязательный залог или гарантию возврата для выезжающих по гуманитарным причинам. Четвертое. Финансовые стимулы и компенсации для семей мобилизованных. Увеличить выплаты семьям погибших и раненых. Ввести налоговые льготы. Освобождение от НДФЛ и ЕСВ на определенный период для семей военнослужащих. Финансировать это за счет повышенных налогов на крупный бизнес и сверхприбыли в военное время. Пятое. Обязательная ротация и справедливое распределение нагрузки. Внедрить систему, при которой бронь пересматривается ежегодно, а отсрочки по здоровью подтверждаются независимыми ВЛК с обязательной видеофиксацией. Это минимизирует коррупцию и сделает систему более равной. И общественный контроль и прозрачность. Создать независимые общественные советы при ТЦК и Министерстве обороны Украины с участием ветеранов, правозащитников и представителей разных социальных слоев для мониторинга процессов мобилизации и распределения брони. Вплоть до того, чтобы сделать общественные патрули, которые контролируют работу ТЦКшников. Реализация этих мер не только снизит социальное напряжение, но и повысит мотивацию к службе, укрепит единство общества в условиях войны. Без справедливости в мобилизации победить невозможно. А что касается физических лиц и бизнеса в связи с коррупцией. Во-первых, не участвуйте в коррупционных схемах. Риск уголовного преследования сейчас крайне высок, а гарантированная отсрочка аннулируется в 99% случаев при проверке. Нужно использовать легальные пути отсрочки только через реальное прохождение ВЛК, наличие подтвержденных оснований по здоровью, по уходу за близкими, по броне и так далее. Если вы уже оказались вовлеченным в коррупционные схемы, немедленно обратитесь к адвокату. Добровольное сообщение о преступлении в соответствии со статьей 396 Уголовного кодекса может смягчить ответственность. И для государства, конечно, желательно срочно ввести цифровую верификацию медицинских заключений, электронные подписи ВЛК, интеграцию с ДИИ, усилить независимый контроль за ТЦК и больницами. Еще раз повторю, общественные патрули. Тот инцидент с справкой за 10 тысяч долларов США – это еще одно напоминание.
попытки обойти закон в условиях войны дорого обходятся всем участникам. Закон суров, но он есть. С вами был юрист Валерий Табаков. Сегодня 21 февраля 2026 года. До новых встреч, друзья!